Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про весьма забавный объектив от Olympus 15 мм f8. На этом канале я уже рассказывал о великолепном топовом стекле 15 мм f1.7 Panasonic, дробь лейка, панолейка, короче, как говорят в простонародье. У меня к тому же еще и версия была от DJI, что особенно забавно и пикантно. Ну а сегодня будет обзор на нечто противоположное с точки зрения цены и качества изготовления. Этот объектив является одним из самых дешевых под систему микро 4 третьих. И он в целом воспринимается скорее как шутка. Даже сами производители назвали его просто бодикэп, и находится он в разделе на их сайте не где все остальные объективы, а где находятся просто аксессуары. Ну а на самом деле эта пластиковая игрушка не так уж и плоха, как могло бы показаться, и она весьма интересна. Да, здесь простейшая оптическая схема, здесь всего 3 элемента в 3 группах. Но это все еще не дичь уровня каких-нибудь моноклей или каких-нибудь еще пинхол заглушек. Внешне он и правда не сильно толще и крупнее, чем обычный бодикэп. Вот они практически один к одному, если рядом их поставить. Естественно, он сделан из пластика, но он не ощущается как дешевка. Спереди единственный орган управления – маленький рычажок. Вот в этом положении, где красненькая такая рисочка, он полностью закрыт. Просто шторочка такая закрыта. Где нарисован знак бесконечности, вполне понятно, что это значит, что он сфокусирован на бесконечность. Вот эта точечка – это гиперфокальное расстояние. Ну, а вот здесь от гиперфокала до 30 сантиметров ты можешь его не очень-то тонко настраивать. Но и глубина резко изображаемого изображения у него довольно здоровенная, так что сложно промахнуться. В принципе, почти всегда он будет настроен на гиперфокал. Что снимков ты будешь делать и именно в этом положении. Эти объективы, кстати, выпускались в разных цветах. Естественно, стандартный вот этот черный мой объективчик, он прекрасно смотрится, просто идеально и лаконично выглядит на маленьких черных тушках, таких как вот один из моих любимых GM1 Lumix от Panasonic. Также он смотрится классно на пенах мини, да и на PL серии, Pen Light от Olympus. Серебристый прекрасно гармонирует с серебристыми же тушками, как вот с моим EP1. Ну а белый, вы сами знаете, белый это... Белый это элегантность. Существует еще и крайне редкая красная версия, но ее хрен раздобудешь где-нибудь и вообще найдешь в продаже. Но судя по тем фото, которые я нашел в интернете, она весьма сексуальна. Вы сейчас задаетесь вопросом, а что же этот такой мелкий объектив, такой вот малютка, может на практике? Самое очевидное применение, которое сразу же приходит на ум, это стрит-фотография. Он отлично подходит для стрит-фотографии. Включаешь бесшумный электронный затвор в своей камере и идешь себе снимать спокойно на улицу, выставив рычажок на гиперфокальное расстояние. Главное не забудь включить в камере спуск без объектива, а то никакой электронной связи с тушкой у объектива, естественно, нет. И у некоторых камер по умолчанию стоит так, чтобы они не снимали, когда нет объектива. Объектив, конечно же, полностью ручной, но никаких проблем с муторной ручной фокусировкой у тебя точно не будет, если ты будешь снимать на этот объектив. Тут постоянная диафрагма f8. Еще вернее сказать, тут вообще нет диафрагмы, здесь просто дырка, соответствующая диафрагменному числу f8. Ну а что на микро 4 третьих, являющемся дважды кропом, в пересчете на эквивалент полного кадра является f16. Так что у тебя все всегда будет в фокусе, об этом можно не беспокоиться и просто идти спокойненько все снимать. Этот объектив классно снимать с выключенным экраном просто от бедра, чтобы никто вообще даже не заподозрил, что ты ведешь в этот момент съемку.
Но иногда все-таки на экранчик лучше поглядывать, чтобы выставлять объект съемки в центр кадра. Так как у объектива довольно скромная и, я бы сказал, простецкая оптическая схема, он может похвастаться хорошей, более-менее сносной резкостью только в центральной части кадра, собственно. У этого объектива, ну из всех, что я вообще встречал, если сравнивать, наверное, самое внезапное и бесповоротное падение резкости к краям кадра. Более-менее нормально выглядит только центр картинки. Чуть-чуть от него отходишь, уже довольно все плохо, а самые края вообще чудовищные. Внезапно при этом он не так уж склонен к ловле бликов или, например, к потере контрастов в контровом свете. Да и хроматические аберрации не такие мощные, как можно было бы предположить. Я бы даже сказал, что они вообще не очень-то значительные. На снимках с этого объектива не так уж легко увидеть какую-нибудь циановую или маджентовую кайму по краям объектов. Но тут совсем другое дело. Здесь к краям кадра происходит совершенно какое-то странное наложение цветов иного рода. Картинка как будто бы двоится иногда, как на стереоизображениях. Ну, это довольно необычный вид в цифровую эру. Такое я видел, наверное, только в дешевых мыльницах пленочных с пластиковыми линзами. Для той молодежи, которая ностальгирует по 80-м, 90-м, которая при этом еще тогда в эти 80-е, 90-е даже не родилась, это довольно легкий способ получить мыльничный лук без наложения пресетов, а сразу же из камеры. В общем, полное раздолье для любителей ломографии. Кстати, что-то похожее на этот объектив выпускала и одноименная фирма Lomography. У них был целый набор из 3 линз, назывался он Experimental Kit. Там еще была встроенная возможность мультиэкспозиции рычажком, непонятно зачем. Ну и так же, как у нашего сегодняшнего героя, там у всех 3 объективов была диафрагма f8. Я их, конечно, в свое время тоже попробовал, но мне картинка с них не очень понравилась. Слишком уж они пластиковые и говенные даже для шуточных объективов. Хотя одна фотка с объектива 24 мм у меня даже сохранилась. Извиняюсь за лирическое отступление, не могу никак без этого. Вернемся к нашему Olympus Bodycap 15 мм f8. Он, очевидно, не слишком пригоден для съемки пейзажей, так как на масштабных кадрах слишком уже бросаются в глаза недостатки этого объектива. Но вот какие-то локальные вещицы подснять, особенно если они будут поближе к центру кадра, ему вполне по силам. Дисторсия у него, кстати говоря, не такая уж тоже и сильная, как можно было бы предположить. Вполне обычная для подобного фокусного расстояния небольшая бочкообразная дисторсия присутствует. Макро тоже не слишком-то доступно объективу. Все-таки минимальная дистанция фокусировки 30 см – это довольно далековато. Да и при близком рассмотрении слишком заметно очень уж быстрое падение резкости к краям кадра. Пожалуй, лучше всего объектив подходит для какого-то расслабленного стрита
и для получения фотографий, не требующих каких-то уж очень серьезных спецификаций от него. Это просто маленькая милая заглушка, которая позволяет получать довольно неплохие кадры, и когда ты идешь просто расслабленно по улице и щелкаешь все подряд. Но это если тебе скиллы, конечно, позволяют. Иными словами, я воспринимаю этот объектив скорее не как игрушку, а как такую приятную отдушину для нормального профессионального фотографа, который хочет получить немножечко лоу-фай такого момента. Хотя этот объектив неплохо подойдет и для начинающего фотографа, потому что он позволяет тебе, в общем-то, ознакомиться с ручным управлением, и при этом у тебя, в общем, минимальные шансы облажаться с ним. Так как у него есть достаточно сильная сторона, единственная диафрагма f8, которая тебе практически не дает никогда промахнуться по фокусу. У тебя буквально все кадры, в которых все полностью в фокусе. Но это же и слабая сторона объектива, так как столь закрытая диафрагма не позволяет его использовать в ночное время, да или даже в вечернее, или где-нибудь в сумерках. Все-таки выдержка становится слишком длинной, и какие-то дерзкие снимки ты не сделаешь, как в яркий солнечный день. Даже в сумерках у тебя уже будут смазы, или просто придется задирать ISO. Так что, по сути, объектив этот для солнечных деньков, чтобы и ISO, и выдержка всегда оставались в разумных пределах. Бодикэп 15 мм f8 был выпущен в далеком 2012 году, а в 2014 году увидел свет фишай 8 мм f8 от того же Olympus, придерживающийся той же самой философии. Правда, схема там стала уже из целых 4 элементов, и он стал чутка покрупнее, но все-таки это сверхширокоугольный объектив получился. Но логика управления была такой же. Я его, правда, не пробовал, потому что я сверхширокие объективы не очень-то жалую, да и цена у него значительно возросла. Для игрушечного объектива это все-таки оверпрайс, на мой взгляд. А вот 15 мм бодикэп я просто люблю. С ним иногда здорово выйти погулять, просто себя таким образом развлечь. Лично для меня это довольно неплохой расслабон, потому что тебе ни в коем разе не нужно думать ни о диафрагме, ни о фокусировке, просто идешь себе и щелкаешь. Плюс ты получаешь такую умеренно ломографическую картинку, но без перегибов серьезных. То есть картинка остается все еще очень даже неплохой, но, конечно, с кучей больших дефектов. Парадоксальным образом объектив умудряется быть настолько вот плохим, ровно настолько, чтобы его картинки не были еще полным мусором и были все еще достаточно хорошими. Надеюсь, вам обзор понравился. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Хороших вам снимков и до новых встреч!